Привет. Это какое-то Рубилово. Тоже становится просто никому не нужным хламом. Добро пожаловать на борт! Здорово, путешественники! Мещерская глухомань, поздняя осень. Мы снова здесь, поселок Болонь, Рязанская область. С 1952 года здесь работает Мещерское торфопредприятие и узкоколейка, которая соединяла его с торфяными полями. Там на картах добывали торф и везли его на предприятие. Основное предназначение всего этого действа было, чтобы питать топливом Шатурскую ГРЭС. Дело в том, что длительное время узкоколейка Мещерского торфпредприятия была частью крупной сети узкоколеек, распространявшейся по Рязанской, по Владимирской, по Московской областям. Но 90-е, нулевые оставили в Рязанской области всего несколько километров этой узкоколейки. С 2022 года по ней нет движения, а в этом 2024 узкоколейка признана выведена из эксплуатации окончательно. Новой истории может быть продолжение. Недавно со мной связался Олег Буцкий, фотограф-пейзажист из Рязани, а также большой любитель своего края, желающий популяризовать его в туристическом направлении. У него есть идея создать на базе узкоколейки Мещерского торфпредприятия небольшую экспозицию. Я думаю, лучше меня об этом расскажет он сам. О, а вот и он. Привет! Привет. Как добрался? Спасибо, отлично. Спасибо. Здравствуй, Макс. Олег, очень приятно. Ну что, расскажи, пожалуйста, я думаю, всем будет очень интересно, какая задумка, как вообще это появилась мысль. Край, конечно, богат на исторические события, и тут, конечно, есть что рассказывать, что показывать. А вот к тебе это как пришло, и какие вот задумки на перспективу, хотя бы в двух словах? Ну, смотри, на самом деле родилась-то эта идея уже достаточно давно, где-то, наверное, в 2020 году. Тема связана была напрямую с Паустовским, с темой Паустовского. И мы хотели сделать такую визуальную картинку, как раз показывающую все направления, связанные с мещерской природой. Так как у Паустовского была все его рассказы, связанные с Мещерой, непосредственно связаны еще в том числе и с узкоколейной железной дорогой. Ну и как-то вот получилось так, то что мы начали изучать тему узкоколейной железной дороги Мещерской. Вот. Ну и, собственно, дальше больше, и вот пошло. В итоге эта тема нас, как сказать-то, захватила. И сейчас уже мы углубились до такой степени, то, что готовы на то, чтобы уже воссоздать даже какую-то частичку узкоколейной железной дороги в реальности. Ну и, конечно, еще здорово было бы, конечно, попробовать сделать такой маленький какой-нибудь краеведческий музей, о котором также рассказать людям, пригласить их туда и показать все то, что у нас есть, чем мы обладаем, и собрать по частичкам все то, что, возможно, где-то здесь, в мещерских лесах, в мещерских деревнях еще сохранилось. А тут еще есть что сохранять, да. Особенно здесь, в Болоне. Все-таки 2 года дорога не используется, но она еще осталась депо, в нем сохранился какой-то подвижной состав. Было бы здорово это посмотреть. Да. Я думаю, у нас сейчас будет такая возможность, мы обязательно сейчас съездим в бывшее депо, мы посмотрим то, что там есть, то, что там осталось. И я думаю, после увиденного наши мысли в этом направлении будут работать уже в другом направлении. Я думаю, все будет хорошо и будем мыслить положительно. Ну дай-то бог. Да? Поехали. Поехали. В свое время. Вот там они прям такими стопками лежали, причем там были рельсы интересные, там 1800 каких-то годов. Доехали к проходной торфпредприятия. Сейчас нас выйдут, встретят и сможем увидеть, что осталось от узкоколейной составляющей производства. И вот подходим уже к самому депо. Рядом просто горы торфа. Нам очень повезло, что все это подмерзло. Можно ходить невозбранно. Везение. А вот такое деповское здание чуть поближе.
Старый красный кирпич, красота. Но, несмотря ни на что, окошки стоят достаточно новые. Ну, неудивительно. Даже если узкоколейка отсюда уйдет, само-то здание вполне себе еще послужит добрую службу. А вот и СУшка, точнее ее остаток. Машина-электростанция когда-то питала рельсоукладочный поезд, им необходимо было напряжение 380, и она его давала. Остаток дизеля. А со стороны вот этой морды Титаника можно увидеть генератор. Вот его щеточный узел. Необычно, что он так открыт. Ага, диоды. Вполне себе выглядит комплектно. Под брюхом уже нету одного кардана. Шкаф с электрикой немножечко раздербанен. Ну и, конечно же, остатки кабины. Как сюда не зайти? В момент отсутствия пола можно наблюдать конструктив. Какая здесь коробка. Какая цепная передача. Обратите внимание, огромные какие звенья. Кардан со шлицевой. Здесь проходила арматура органов управления тормозами. Даже кран остался. Да и не один. Сохранился даже поездной 394. Очень похож. Здравствуйте. Здравствуйте. Сиденье, конечно, не самое с виду комфортное. А от органов управления осталось одно название. Когда-то был такой вид. Здесь было другое оборудование и места для пассажиров. Еще остался целый парк, целая флотилия трафовозных вагонов. Все они выглядят в рабочем состоянии. На предприятии порядок, даже крышки букс на месте. Можно увидеть остатки надписей. Тара 5 тонн, номер. Что интересно, нас ведет сам начальник торгпредприятия. Вход в депо выглядит как будто вход в избу. Низкая дверка, чтобы тепло не выходило. И фонарик нас выручает. И сразу же... Ох, какой запах нас обдает. Запах старой техники, дизельной. И СМД. Это дрезина. А, это ПМД. Пожарная дрезина, которая переделана под пассажирскую. Выглядит вполне себе комплектный. По сути, газоновский движочек. Радиатор, вентилятор, все на месте. Проводка есть. Как будто это прям недавно работало. Техника удивительная. Буфер с пружиной тоже на месте. Выглядит, конечно, шикарно. Такие выпускали сначала на Горьковском заводе, потом в Демихово передали. Она у нас в двухосном исполнении представлена. И вот такая вот будочка самодельная. Тоже уникальный случай такого узкоколейного зодчества. И что интересно, лавочки-то достаточно мягенькие. Шторки и обивка деревом. Ну, миже. А это похоже на отопитель с раздувкой. Конечно. Когда-то выполняла пассажирские перевозки. Возила рабочих, охранников, механизаторов с полей и обратно на торгпредприятие. Если попробовать посмотреть кабину, а кабина тоже в наличии. Конечно, руль здесь больше похож на какую-то шутку. Что интересно, есть и пресса, и даже руль-то тормоза. Он закручивается как ручной, как стояночный. Вот так вот бывает, что рулем тормозить. Педаль еще старая, уходит в пол.
Удивительные технологии, просто реликт. Наверху. Вот это, по сути, кабина, насколько я знаю, ГАЗ-51. Вот это все завод. Какая дверь, какая выштамповка. Все выдает лютый олдскул. Даже вот эта вот форточка. Все рабочее. Резиночки еще даже мягенькие. Хотя уже, конечно, поддубели, но не фатально. И что интересно, здесь даже стекла можно откинуть. Вот такой вот есть кронштейн. Удивительно, правда? Олег нашел заднюю дверь. И такой необычный вид. То есть на ходу только 1/4 сейчас по факту. 4 и вот дрезина. Дрезина тоже на ходу. Шикарно. Аккумуляторы. Основу парка составляют, конечно же, тепловозы Ту-4. Это первый массовый узкоколейный тепловоз, который закончил эпоху мотовозов и прочей нечисти. Настоящий тепловоз с гидропередачей. Камбарский завод всех уложил на лопатки. Но конкретно у этих машин интересная модернизация, поскольку торф очень легко воспламеняем и сложно тушим. На торфпредприятии своими силами тепловозы были оборудованы такой самодельной системой искрогашения, чтобы, не дай бог, из выхлопной трубы никакая искорка не полетела, никакой там кусочек маслица раскаленного не попал на торфяные массивы. Это чревато просто катастрофой. Конкретно сейчас в депо стоят два тепловоза. Первый Ту-4-23-14, а второй 2264. Он как раз является рабочим. Тепловоз полностью на ходу. Хоть, казалось бы, выглядит не очень ухоженно, но суть техники, она находится внутри, а не снаружи. Здесь даже сохранились вот такие вот заводские буквы, заводские цифры. Что интересно, предприятие инвентарный номер свой имеет. Можно глянуть кабину рабочей машинки. А выглядит она вполне себе обжита. Такая несколько самолетоподобная приборная панель. Ручка контроллера. Кран-свечок. Все здесь есть. Все рукоятки, все на месте. И, конечно же, самое главное место — это кресло машиниста. Тоже мягенькое. Вид вот такой вот был. Сейчас, конечно, мало видно, но все равно. А это вот его зверь-оберег. Господи, подумал, здесь сначала осиное гнездо. И очень самобытные лампочки. Привода стеклоочистителей пневматические. Щеточки на месте. То есть техника находится в состоянии завел-поехал. Все барашки на окошках тоже есть. Какая интересная фиксация рамы. А? Сверху и снизу. Здорово. Тут, конечно, уже такие мотивы ванной комнаты. Но это не отменяет общей ухоженности тепловоза. Тут и какие-то наши русские народные мотивы. И даже чайничек. Ну, как в дорогу-то без чая? Кто ж поедет? Техника, конечно, мировая, на все века. Вот удивительно. Один из таких первых ласточек, первых массовых тепловозов. В музее ему место, господи. А нет. И здесь работают. Вот рабочая машина перед нами. И на других дорогах до сих пор их можно встретить живыми, несмотря ни на что. Удивительно. Даже герб советской сохранился.
Так же, как этот тепловоз. Побит, но еще есть. Очень миленькую лесенку сюда присобачили. Видимо, для обслуживания вот этого вот искрогасителя. Удивительно. Только здесь до такого додумались. Я нигде больше такого не видел. Ну, безопасность прежде всего. Не дай бог торфяная карта загорится. Ну ладно, хватит восторгаться четверками. Здесь есть еще претенденты на народную любовь. Например, вот такой железный капут, снегоочиститель. Удивительно, что он до сих пор жив, цел, орел. Конечно, видно у него крылья в наличии. В целом комплектность очень хороша. И обратите внимание, какая интересная линия в верхней части крыла. Как на изгиб ходит, а? Эстетика. Но все перебивают деревянные оконные рамы и шторки с цветочками. Господи, как это уютно, какая красота. А если еще в нем печку затопить, да зимой, ой, ляпота. Конечно, классика жанра, что имеет хозяина, то под замком, но мы можем глянуть через окошко. Да, печка есть. Супер. Печечка и шторки. Какая прелесть. А там видно приводное колесо для управления крыльями. Лепота. И завершает нашу экспозицию уже классический тепловоз Ту-6А. Один из самых массовых на узкоколейках в принципе. Может быть, не самый удачный тепловоз Камбарского завода, но тот случай, когда решили брать количеством, и это получилось. Кабина уже, можно сказать, рестайлинговая. Где-то в середине 70-х изменился дизайн изделий Камбарского машиностроительного завода, и они стали вот такие вот унифицированные. Унификация была к тепловозу Ту-7. Вот шестерку можно отличить по достаточно узенькой раме и меньшему количеству вот этих вот дверок, потому что тепловоз маломощный, небольшой, для такой маневрово-вывозной работы. Это не семерка тяжеленная, которая тоже здесь когда-то была, но из-за того, что пути все она уничтожает и аннигилирует, от семерочки было решено отказаться. Смотря ни на что, шестерочка тоже выглядит вполне себе рабочий. И дизелек у нее тут, и радиатор-холодильник тоже. Снизу раздатка, но кардан только один. Тележка только передняя, имеет привод. В остальном же выглядит очень даже комплектным и большим молодцом. Конечно же, без пыли, без паутины здесь не обошлось, в том числе паутины проводов, но ничего удивительного. Техника давно не используется. И, являясь единственным в своем роде, у него нет никакого собрата, которого можно сканнибалить на запчасти. А пульт тоже очень даже цел, очень даже жив. Он тут такой вот есть товарищ, который символизирует состояние этой дороги. Там съели, что ли, кого-то? Перья. Ну, ничего удивительного. Тепловоз, механическая коробка передач, сцепление, газ, рукоятка переключения передач, такая огромная кочерга. А вместо педали тепловоз тормозит пневматическими тормозами, органы управления которыми здесь и представлены. Пульт уже намного современнее, чем в четверке. Уже иная архитектура. Это не по центру, это именно пульт машиниста. Кресло машиниста. В него можно невозбранно и присесть. Да, достаточно мягенько. А вместо кресла помощника тут целый топчан и огромный калорифер. Две паяльные лампы, видимо, на случай, если калорифер справляться не будет. А в остальном, в принципе, абсолютно стандартная кабина камбарского тепловоза. Вот такого позднесоветского выпуска. Конечно, есть свои какие-то бирюльки. Интересный плафон освещения. Обычно ставились вот такие вот маленькие кругляши. А здесь откуда-то вот такой раздобыли. Заводской он или нет? Вы, дорогие друзья, пишите в комментариях. Главное при выходе о кочергу не споткнуться.
я вот такой вот небольшой гаечный ключ головой не ударится. А в остальном барахолка, авоська, чего тут только нет. Такая вот романтика узкоколеек. Шестерочка с другой стороны. Абсолютно стандартный, привычный нам всем тепловоз. Но внезапно единственный на предприятии в своем роде. Что интересно, у него так передняя площадка немножечко загнута, побита. Рама смотрит вниз. Ну и дрезина, конечно, самый, наверное, уникальный подвижной состав. Один из самых уникальных, который можно встретить на узкоколейках. А все не перестаю удивляться вот этим вот маленьким деталям. Вот насколько это здорово. И ведь даже вот сюда вот повесили такой вот веник. Но сколько дает это атмосферы, колорита. Абсолютно удивительная техника. Так что прощаемся с депо. Вполне возможно, здесь последний раз, и скоро не станет здесь этой техники, этой оснастки, всего того, что вы видите на экране. Жаль, конечно, но мир меняется, и вот это вот сокровище тоже становится просто никому не нужным хламом. Хотя когда-то тоже интересная часть, жалюзи с таким вот приводом, с пружинами возвратными. Тоже вроде запчасть, а делает облик локомотиву. И тут уже снята крышечка. Вон видны подшипники в буксах. Рельсики маленькие, 18-е. Да. Ну, господи, ну какая же дрезина-то молодец, а? ПМД красавица. Ладно. Прощай, депо. Было круто. А вагонов, да, целая флотилия. Современная продукция торфпредприятия. И унобрения, и коры всякие. Но основное это, конечно же, торф. Петер Пит, грунты для фикусов, ничего себе. То есть грунты для садоводчества самые разные и по объему, и по назначению. Всякие такие прикормки. Даже для хвои есть. Очень здорово. Так, а это рассадный грунт, питательный, чтобы все росло как можно лучше. Здорово, очень здорово. Соответственно, предприятие сейчас, как вы поняли, работает. Основной участок добычи чуть южнее находится, на другом участке. Сюда доставляют автотранспортом, благо дороги вполне себе проезжие. И вот, производят. Ну что, можем пожелать только дальнейших рынков сбыта, удачи, чтобы все это дело жило. Микропарник. А на подоконнике фикус проболтается. Вот знакомая пожарка. Ох, как давно не бывал в этих местах. Подъезжаем к знакомому переезду. До сих пор у меня в навигаторе отмечен. Очень неприятно порой удалять какие-то точки с карты. Обычно я ездил по той дороге. Сейчас нас ведут по этой. Ага. Сейчас надо как-то припарковаться, и вон она уже узкоколейка. Вот она дорожка. Видны уже какие-то просадочки небольшие. Ну а что, сколько лет без движения. И все как вы любите. Заросшая колея. Наката вообще нет. И один из самых моих любимых участков на узкоколейке — это прямо через деревню. Сосны, дома, участки и узкоколейка. Идеально.
Погода поздняя осень. Остался даже снежок немножко. Ну, как говорится, нет препятствий патриотам. Расчехляемся. Прицепчик грязный за эту дорогу. Такой же серый, как окружающая нас красота. Я хочу обратить внимание, что тишина практически абсолютная. Высший кайф. И благодаря общим усилиям мы к чему-то придем. Огромное счастье вновь оказаться в Мещере, в этих местах, в этой тишине обволакивающей, в этой красоте. Оно сейчас, погода такая, ну вроде все серое, но оно настолько умиротворенное, настолько гармоничное, что звучит просто в унисон с душой, которая просто хочет опять проехаться по этим двум стальным ниткам сквозь поселок, в Березняк. Как я скучал по этим местам. Здесь аппарат. На самом деле целый технологичный процесс, продуманный. Погрузка, разгрузка. Макс, а тебе не проще вот прям подъехать сюда с этим и так хочешь? Уже не первый раз мне. Молодец. Слушай, ну очень классная такая штука прям. Вот она вновь увидела свет. А дрезина наконец-то завелась. И, честно говоря, долго пришлось ее дергать. А все потому, что длительное время движок не работал. Вот это будет уроком. На дрезине надо ездить чаще. Сейчас попробуем первые метры. Все отлично. Движочек расходился. Все нормально работает. У нас тут целая компания. Помимо Олега, есть еще главред «Комсомольской правды» и Денис. Глава... Денис, ты же у нас голова Спас Клепиков. Клепиковского района. Выше, говорит, бери. В общем, наша банда сейчас должна уместиться вот на этом пятачке. Ребят, айда, залезайте. Два с одной стороны, один с другой. Вот, ну и все, и я тоже уместился. Ребят, сейчас едем назад. Так что аккуратнее, держимся. Вы тоже держитесь. У нас сегодня на нашем мероприятии присутствует глава Клепиковского района Лифанов Денис Викторович, который любезно Лифанов согласился Денис поучаствовать Викторович. во всем Его этом будет вести движок Лифан. абсурде, назовем так. Не, на Обожаю самом эту деле жизнь. это очень классная идея, и я очень сильно признателен, что Денис Викторович нашел свое время в своем графике. Очень мило и очень профессионально сказано. Поэтому не будем тратить лишнее время. Ребят, держимся. Сейчас мы едем в сторону торфпредприятия. 2 года по железной дороге ничего не ходило. Путь не обслуживается. Уже, считай, снят с баланса, и по тонкому намеку от руководства торфпредприятия его уже собираются разбирать. Удастся ли у ребят как-то это сохранить или нет, покажет время. Ну, будем надеяться. Надежда же она всегда существует. А пока рельсы вообще заросли. Не знаю, что здесь узколейка, их и не найти. Честно говоря, едем сейчас на ощупь, потому что непонятно, когда они закончатся. Ой, оп. Все слетели, потому что переезд зарос сильно и нас немножечко из колеи выкинуло.
ставимся и едем дальше. Ну что, айда? Еду и думаю, не закончатся ли внезапно рельсы. Когда я здесь был в прошлый раз, в принципе, конец пути был уже близок. Сейчас должны пройти стрелку на торгпредприятие. Ну и как чуть дальше пойдет. Нас так подкидывает, а здесь мы уже не проедем. Тут уже закатали по полной программе. Ну тут уже все, трактора едут. Дальше завал, рельсы. Ну, чуточку еще есть, тянутся. Ну-ка, вот он. Привет. Ну, недалеко туда путь идет. Тут должна быть уже стрелка. И путь должен идти вон туда, в депо, которое мы уже сегодня посмотрели. Ну, а поэтому надо реверс вперед и на самый красивый, самый интересный, самый приятный участок этой дороги. Каким-то чудом сохранившийся до наших дней. Тут проблема в другом. Путь расшит. Вот если эта нитка идет ровно, то вот это уходит в бок. Здесь надо непосредственно ремонт пути делать. Хотя, с точки зрения туризма, сюда вряд ли имеет смысл кого-то возить. Вот там точка у пожарки, где мы грузились, самое идеальное место и с точки зрения транспортной доступности, и с точки зрения не показывать вот это вот. Такое тоже вряд ли кому-то будет интересно. Хотя определенная эстетика в этом есть. Вот так вот. Съемки, гудки. Ну, поехали. Сейчас заберем. Готов? Да. Поехали. Звук вообще шикарный. Резина, может, и сможет, а тепловоз уж точно нет. Ну, здесь мы пока остановимся. Пора прощаться с Денисом. Человек занятой. Да. Что, до вокзала за сотку. Денис удаляется по своим делам, а мы едем по своим. Ну что ж, самый прекрасный, самый красивый участок дороги. Ты готов? Готов, конечно. Да, все готовы. Ну, поехали потихонечку. Тут поаккуратнее. Переезды все закатаны. Ага. Чувствую, кататься мы сегодня будем много.
но первый раз надо проехать аккуратнее. Где-то тут какие-то мини-завалы, непонятное состояние колеи, что тут, как тут, а не дай бог где-то рельс отсутствует. Да, банально травку примять, чтобы лучше ехало. Вон тут крючок какой-то. Оп, скинули. Вот она едет уже по траве. Рельс-то не видать. И еще один такой переездик. Оп-оп-оп. Аккуратненько. Да, все. Сейчас мы тут накатаем. Такая магистраль получится. Малая Мещерская. И красота. Уже сосенки пошли потихоньку на путях расти. Маленькие сосенки. Вот она красота. Прямо сквозь деревню. А какой звук, а? Конечно, вот такие места немножечко стрёмные. На скорости сюда не зайти, потому что, ладно, трава, а вот если землей закидана, это беда. Плюс, опять же, непонятно какое состояние пути. Поэтому едем очень аккуратно, фактически на ощупь. Хотя вроде неплохо, но некоторые стыки гуляют. Все-таки без обслуживания все приходит в разруху, к сожалению. Обожаю этот участок. Прямо через деревню. И вот такие вот заросли тоже. Удивительно. Мы так прыгаем тут. Ни одного схода пока. Ну, с этого отправления. Так. Вот тут еще и кривая. Нет, надо же. Ты смотри. Ты смотри. Здесь точно. Да-да-да. Здесь мы в кривой поехали прямо. Рельсы все забиты. Нет никакой возможности зацепиться, поэтому в кривой дрезина пошла прямо. Ладно, это все ерунда, оставимся. Ну все, тут даже это был не сход, съезд небольшой. И мы продолжаем. Обрати внимание, какая приятная глушь. И кроме нашего двигателя и тихого пения птиц, звуков больше нет. Тишина. Что надо было с собой лопату взять. Да, здесь уже тракторами все укатано, раскатано. Некоторые моменты. Да, сейчас доедем до сколько получится, а потом возьмем лопату, тут пройтись, немножечко сточить. Будет совсем другое дело. А хотя, что сейчас тут мучиться? Надо вернуться, взять лопату и начать восстановление узкоколейки. В Криуше. Я снимал интервью в Криуше, там работала... Горьковская дорога была. Да. Я тоже работал на ней. Маркина Неонила Николаевна, не знаю, может быть, знаете ее, нет? Ну, У нас начальником станции была. ну, Вот, Криуш. Криуш, да. Криуш, Вот да. мы с ней интервью снимали, как раз она тоже рассказывала, показывала. Вот, сейчас только что глава уехал в Третьяковский район, Денис Викторович. На предприятии сейчас были, там у них с ними разговаривали. И было бы здорово поговорить с людьми, которые работали на узкоколейной железной дороге. Мало ли, может, что-то расскажет интересное нам. Вот начальник этой дороги была. Подожди, подождите, пожалуйста. Не, ну правда. А я машинистом работал по мастеру. А как с вами связаться? Ну правда.
Ну, мы здесь живем на Волоне. А как вас найти? Пичугина. Парни говорят, что это смысла не имеет, потому что дальше полная задница. Ладно, здесь укатано, в принципе, проехать можно. Что тут, отковырять немного. Единственное, тяжеловато, что земля подмерзла. И ее, как не очищай, лопата как в камень, как в бетон в какой-то. Но если очень хочется, можно попробовать. Но говорят, тут дальше участок намного хуже. Тут она, да, мощно укатана. Может, действительно проще ее по земле прокатить тогда. Пилорама действует. Запах пиленого дерева. Офигенно. У них, кстати, там на пилораму подается с помощью тележки на колею 750. Так. Слушай, ну это как рабочий вариант выглядит. В принципе, что тут? Эта нитка почти свободна. Если мы ее здесь вот очистим, то дальше туда вроде не заезжено. Да, проедет по земле. Как и в самое первое посещение этих мест, резина едет по земле. Выглядит это приблизительно как-то вот так. Главное не упустить ее. Вот тут лопату скинула. Так, лопату скинула. Надо эту закрепить канистру. Откручиваем. И продолжаем. Скамейка есть, да. Она где-то рядом. А здесь можно попробовать поставить. Бррр. Тут нитки грязные, а здесь уже лучше. Фух, запухался. Добро пожаловать на борт. Ну, посмотрим. Конечно, по холодам тут расчищать что-то такое себе. А если доживет до весны, конечно, тут что-то грунт раскидал. И дорога свободна. Здесь, конечно, состояние получше. На окраине поселка. Чувствуется, что дороги намного хуже, чем она была в прошлое мое посещение. Сколько? Года 2 прошло. Вот 2 года она и не эксплуатируется. Конечно, когда дорога в таком состоянии, ветшает. Так, мини-завал. Ну, это классика. Да не. В общем, тут да, надо сначала, видимо, идти пешком, все это разгребать. Вообще рельс не видно, как будто черти что. Ну, полный привод решает. Попробуем поближе к парням.
Да, здесь надо уже обламывать. Опа. Конечно, можно достать топорик, благо он с собой, но это несколько неспортивно. Дерево уже все, не жилец, поэтому можно не ругаться, что я тут ветки какие-то ломаю. Дерево уже все. Так, ладно, дальше мы без камеры. Работы больше, чем предполагалось. Это какое-то Рубилово. Взял пока технику ребят, они там дальше расчищают. Надо немножко подогнать. Оказывается, тут какой-то ураган был. И линия вот такая вот. Ну, вроде дальше чуть полегче. Самое главное, что рельсы лежат. А так устроить такой субботник потепло. Привести ее хотя бы в порядок, как осить там, я не знаю. Конечно, шпалы менять, это уже другой уровень. Сейчас так ее раскатать, будет она вообще хороша собой. И вот тоже одно из любимых мест. Такой березнячок красивый. Ништяк. Ну что ж, продолжаем. Пока все выглядит очень даже неплохо. Здесь нет дорог, здесь пути можно только деревом каким завалить. Но на этот случай у нас есть и топор, и лопата, и пила. Вот такая вот хрень. Тоже. Что с ней делать-то? Попробовать вот так вот ее. Не, нифига. Слишком упругая. Надо пилить. На этот случай у нас есть фотограф-пейзажист. Как яростно-то, а? Ты посмотри. Фига себе! Так, что у нас тут сзади трогает? Дерево. Так, немножко доедем до Олега. Благо, что участок небольшой. И вот так вот мучиться недолго. Ну, вообще красавец, а? Вот что значит человек дела. Так, вот это хрень я лучше уберу. Вот так по чуть-чуть мы и преодолеваем. Несчастные там 2 километра. Сколько там осталось? Вроде чуть-чуть, а сил сколько на это уходит. Но оно того стоит, по-любому. Конечно, заезд на максималку здесь не устроить. Вижу. Но вот это проще, это можно туда откинуть подальше. Ну или так. Ага. Такие мелочи в виде лундры внимания уже не обращаем. Все-таки тут узкоколейка. Должна оставаться какая-то толика экстрима. Так, а там дальше что-то побольше. Так, здесь мы давай прогуляемся пешочком. Посмотрим, что нам предстоит преодолеть. А не так страшен черт. Что тут веточка-то одна. Здесь как будто уже завал этот разгребали. Здесь вот тоже как будто перепилено все. Да. Может, кто-то нет-нет доездил. Остается лишь немножечко рукой это все откинуть. Смотри, я узкоколейку нашел. Все офигенно, можно ехать. Давай, я пойду пешочком поеду. Давай.
Давай, Там большой. мы тебя догоним. Да, всю линию надо разгребать. Ну, вроде каких-то фатальных завалов нет, хотя вон как березки нагнуты все. Вон там тоже. Работы много, намного больше, чем предполагалось. Кто знал, что здесь такой вот аврал происходил? Да, это пофиг уже. Вездеход. Так, ладно, тоже буду подключаться. Вот это надо убрать. Да и там дальше. Есть над чем поработать. Нет, Олег не дал это сделать, он просто ее откинул. Как было верно подмечено, рязанский богатырь. Вот что такое целеустремленность. Нам очень повезло, что завалы действительно такие, они частые, но они мелкие, совершенно не фатальные. Конечно, надо помочь. Так, ну здесь можно уже немножечко проехать. Но там дальше все равно все завалено. Освобождаем узкоколейку. Да, здесь надо прям поработать. Вообще, если глянуть чуть в сторону, видны следы этого урагана. Какой-то один буреполом. Вон сколько в лесу всего лежит. Так что нам очень повезло, что узкоколейка практически не завалена. Что мы уже проехали-то сколько. А там вдали уже светлеет, там уже начинаются поля торфяные, там нечем пути заваливать, даже при самом большом урагане. Ну и, конечно же, на 3 вещи можно смотреть бесконечно. Огонь жечь мы не будем, воду тоже не польешь, холодно, замерзло. На то, как работают другие люди, тоже хочется вам показать. И надо уже подтягивать, потому что ребята далеко ушли. Но надо еще вот за вот этой вот кучей всего приглядеть. Не дай бог что. Ладно, благо дрезинка такая. Газу дал, она и едет.
Как возрождается Мещерская магистраль. А это пофигу. А вот здесь придется повозиться. Олег пошел на разведку, но похоже там дальше намного лучше. Раскидали мы все вместе это дело очень быстро. Топор рулит. Надо подтягивать и тяговую технику. Залезай. Все, теперь в надежных руках. Но представляешь, каково это летом, когда все это зелено, все это распущено, канавы наполнены водой. Красота. Вон там виднеются уже поля. Путь хороший, не расшитый. Малиган стоит, не будем его снимать в такой позе. Уже потихонечку первым льдом сковываются каналы.
на днях начнется зима 2024 года. А узкоколейка все еще имеет шансы на выживание. Благодаря таким людям, я думаю, вообще возможно абсолютно все. Просто абсолютно все. Такое классическое для этих мест рубилово, когда просто все в траве, и о наличии рельс догадываешься только по факту того, что не сходишь с них. Резина все равно имеет какое-то направленное движение вперед. Аккуратненько едем на малом газу. Сейчас дойдем до переезда. Там подождем Олега. Так, это же не колючка? Нет, это не колючка. Да, переезд укатан полностью. Но дорога должна идти чуть дальше. Оп, все. Съехали с направленной колеи. Как завещал Владимир Семенович Высоцкий: не идите за мной, идите своей колеей. Так, продолжим. Это, наверное, самая длительная поездка по такому короткому участку узкоколейки. Такого рубилова, наверное, у меня еще не было. Одно дело ехать, какая трава по поясу. Ты едешь, да, трава по поясу, а ты сидишь и едешь. А тут надо выходить, рубить, пилить. Он что творит. Боксует, но едет. Зацеп. Едем. Вон чуть рельсики выглядывают. Так, полированные колеса. Здесь уже там просто уперло. Сейчас мы, наверное, сдадим назад и попробуем еще раз. Слишком легко сдаваться тоже не хочется. Ага, а вот здесь уже нормально. Ребят, садитесь. Мы едем дальше. Так, а вот тут уже сложнее. Тут уже кустарник. Ну, может, это... Хер бы с ним. Хер бы с ним? Да, ну а что смысл? Мы сейчас... Ну, в принципе, да, тут осталось совсем чуть-чуть. Да, я думаю... Тут вот березки эти заканчиваются, и уже все, там небольшой разъезд и дорога на финише. Не будем. Рубиться не будем, смысла нет. Здесь видна полевая база вдали, действующая. Вон караваны торфяные. Отсюда возят автотранспортом. Да тут вообще рукой подать. Поэтому сейчас чаю попьем и будем двигаться дальше. Чай горячий, особенно где-то в лесу. Ну, давай. Особенно когда вот Нет, работаем. зима. Давай. Вот уже стучится в двери. И уже далеко не май месяц. Это просто бесценно. Класс. Конечно, для создания какой-то туристической инфраструктуры здесь надо вкладываться. Конечно, путь есть, но его еще надо сначала откопать. Нужны время, нужны деньги. Если звезды сойдутся, здесь получится шикарная туристическая точка притяжения, которую я с удовольствием приеду заснять, когда уже будет какой-то результат, как здесь это все теоретически может быть. Остается только надеяться на самый благоприятный исход. Все-таки после, как говорится, некоторых событий
Внутренний туризм у нас в стране начал бурно развиваться, и если эта узкоколейка сохранит свое существование, это будет, ну, хотя бы какой-то плюс в нашей современности. Катаемся, что мы делаем? Ездим по ней. Чистим Чистим и ездим. Для кого чистить-то? для себя. Чтобы прокатиться. А где вы чистите? Да все. Не, чистили, завал. Завал. Да поселком все разобрали, доехали. А что колотили где-то, долбили-то здесь? А Ну, ты пилили завал. Конечно. Нет, тут по железкам долбили. Вы линии, наверное, может, рельсы воруете здесь, блядь. Нет, как раз рельс мы не воруем. Да. И вы чьи, откуда есть-то? Мы рязанские, московские. У нас тут сборная солянка. Расслабься, все нормально. У нас со всеми все согласовано. В том числе Алексеем Сергеевичем. Мы у него на приеме были. И что, вы так проехали здесь? Ну, если Ну, мы здесь стоим... то А не как она руками, здесь так оказалась-то? Отец. что? Кино мы снимаем. Да. Да. Ну. Но все равно я... Да пожалуйста. Да ради бога. Да снимают вроде бы что-то. Я не знаю, что тут снимать. Ну и проехали они здесь. Прорубили. Я гляжу, что тут долго. Подъехал, они на дрезине, вот трое ребят здесь. Ага. Все нормально. И Ну, долбили топором и пилили, опиливали. То, что он вот навалило Да. на пути. А вы работали на узкоколейке? Ну как же, конечно. А долго? Мы сейчас встретили 8 лет. Николай Борисович Петюнин. А Пичугин? Пичугин? Правильно, Пичугин. Пичугин фамилия. Они, по-моему, с женой сейчас проходили. Ну да, да. А жена, как он сказал, работала... руководил, что ли, она, по-моему. Да. Вот. Было бы здорово поговорить с кем-то из людей, кто работал на этой узкоколейке, кто может рассказать какие-то свои воспоминания, какие-то эпизоды интересные из своей работы. Потому что, ну, как бы, понимаете, здесь момент-то в чем? Когда ты ищешь что-то где-то в интернете, это, ну, такое обобщенное, как, Ну, да, да, то есть да, где-то может быть надуманное. А когда перед тобой живой человек, который рассказывает тебе и показывает то, что вот здесь вот мы грузили лес, а вот тут вот мы перегружали торф, да, вот тут вот стрелка, ну, как, тут что-то А такое. перегружатель примерно знаете, где был? Перегруз-то на широкую колею? Да. Да, впиливал. конечно. Да. Впиливал. Да. И впиливал, кстати, Тоже там все заросло уже. да там капец. Там уж не конечно. осталось-то Там вроде вообще ничего, ничего там не все осталось, разобрали. да. Мгм. Мы сегодня в депо ходили, нам показали то, что в депо стоит, конечно, мы вообще Тепловозы? кошмар. Ну да, там 3 Мы- тепловоза. Не, мы просто, я честно скажу, были поражены тем, то, что они еще есть. Ага. Потому что они еще есть, они еще существуют. Там ПМДшка наибольшее впечатление на всех произвела. ИСУ, наверное, как Не-не-не, дрезина, ПМД, А, 51 51-й, которую пожарную переделали на пассажирскую. тоже рабочих сторожей возили. Сторожей возили? Ну вообще, это вот уникальные вещи. Это еще на дальний участок, который сейчас разобрали это Ну, пути. почему были участки первый, второй, третий? Четыре Ну, третьего было, нет, вот 4 участка. Да. 4 здесь только было, получается. Или нет, Нет, здесь 4 здесь участка, 4, да. Приозерный мы не считаем. Не, Приозерный Не, нет. вот именно здесь, да, 4 было. Ну да, от Ленева. 4-й, 1-й. Вот они работали в последнее время. Вот мы пытаемся через видео, через фотографии все это людям показать и показать, как это было и что сейчас с этим стало. Вот оно в чем вся суть-то. Такие Ну, дела. там все уже, линии, там она еще немного, и там дальше... А там, получается, ну, стрелка пока еще есть, там разъезд еще остался, да, получается? Да. И после разъезда все, то есть там Да, уже... да. Тем не менее, даже вот сейчас показать то, что вот есть живая ветка, есть люди, Ну, есть как вы там возможность... видите, какая тут линия? Не, ну, Там в лесу еще более-менее. Мы на ощупь. Да, здесь-то понятно, а хорошо она читается в поселке. В поселке, В да. Ну, поселке-то там-то да. прям очень Красота. классно, да, прям очень хорошо, очень хорошо. И восставить бы этот маленький участок как-нибудь. Ну, конечно, неизвестно, к чему все придет, но тем не менее. Мы попытались. Мы пытаемся, а дальше Молодцы, видно будет. правильно. Вот и окончился наш маленький привал. Вам всего доброго.
До свидания. Всего хорошего. Давайте. А мы потихонечку вот собираемся в обратный путь. Цель задней оси слетела. Я ее надел. И сейчас будем рубиться. Ну что, готовы? Да. С Богом. Всего доброго. Ну все, до свидания вам. До свидания. Всего хорошего. Аккуратно. Ветки. Конечно, дорога назад будет намного проще. Конечно, не такая зрелищная, как была, но все равно. Уже все пройдено. Все равно нет в лицо прилетит. Да, остались на рельсе. Отлично. Резинка молодец. Все цепи, все есть. Супер. Продолжаем наш путь. Даже такая техника тут есть. Поехали с Богом.
Чем-то отдает таким дремучим, сибирским. Еще мелкий снег пошел. Вообще красота. А ведь кто-то здесь живет в абсолютной тишине в такой. Только пилорама нарушает своими процессами производственными. Запах дерева, кто-то печь топит. Шикарно в поселке. А здесь надо уже сниматься. Вот мы уже фактически приехали. Задумка какая? Нет, задумка закончилась. Хотя, ну-ка, давай. Вот чуть-чуть бы ее сейчас бы. Нет, ну-ка. Не хочется ее сейчас. Оп, получилось. Да. Сама встала. Ну как встала, так и ехала. Короче, там она одной частью была на возвышении этой грязи, а другой частью упиралась в рельс. И в принципе это все ехало. Но здесь тут уже без вариантов. Хотя большую часть мы по сути проехали. Осталось там совсем чуть-чуть. Разъехаться бы только с Жигулями. И вот все снова на коне. Посмотрим, что у нас получится дальше. Кстати, Жигуль нам совершенно не помешает. Видимо, по старой памяти. Сигнал не работает, да? Сзади нет. Там вся семья вышла смотреть, что там проезжает мимо. Места самые удивительные. Скакалейка, идущая прям по поселку. Это очень круто. А вот здесь мы сейчас будем сходить, наверное. Конечно. Ну что, сейчас жопку направим. Все будет нормально. Оп. На место. И попробуем. Переборщил. Отлично. Уже все укатано. Едем с тряской, но аккуратненько и не
Вот мы и доехали. Ну что, друзья, я думаю, на этом наше маленькое приключение подходит к концу. Порубились по ветке. Дай бог, чтобы не разобрали. Очень хотелось бы, чтобы линия жила, чтобы еще одна маленькая звездочка в навигаторе не испарялась. Кто знает, что будет дальше. Отличный повод пожить. До новых скорых встреч. Всех люблю. Пока.